Приветствую вас, друзья! Это канал Веселый Инженер. Меня зовут Андрей, и тема сегодняшнего видео: почему наши инженеры лучше европейских и даже американских. Да, тема весьма спорная и неоднозначная, но я выражу свою субъективную оценку и мнение. А для начала небольшой анекдот. Решили как-то немцы посетить места, где воевали их деды. Приехали в Россию, там их гид встречает на старом УАЗике, и поехали они по полям былых боев. Проезжая через лес, они заглохли. Ну, все, думают немцы, приехали. Мужик вышел, открыл капот, почесал голову и говорит: у вас есть пластиковая бутылка? Они говорят: есть. Давайте сюда. Ну, отдали. А веревка есть? Есть, дали. Он поковырял 2 минуты, завелся и поехали. А немец говорит второму: вот поэтому они войну и выиграли. Вот такой вот анекдот. Из этого анекдота вытекает первое отличие наших инженеров. Получив какую-то задачу, они не лезут сразу за инструкцией и не бегут за учебником, а начинают думать над решением задачи, полагаясь на свой уже полученный опыт. А уж потом, если ничего не получается, прибегают к помощи компетентных источников в виде инструкций, ГОСТов, книг и так далее. Когда я общался с американским инженером, он сказал, что у них есть даже такая поговорка: хочешь завалить какое-то дело, начинай все выполнять строго по инструкции. Второе, что отличает наших инженеров от зарубежных, это возможность получать знания непосредственно на производстве. Скажу вам честно, общаясь со своими подписчиками из Германии, я понял, что стартовая подготовка инженеров в европейском вузе лучше, чем у нас, особенно в сегодняшних реалиях. Но мы упускаем один момент, что придя на производство, у нас каждый, от работяги до руководителя отдела или бюро, делает из вас настоящего инженера и щедро делится своим опытом и знаниями. Ну, во всяком случае, так было у меня. А как было у тебя, напиши обязательно в комментариях, я их все читаю и отвечаю. А за рубежом считается, что если ты получил подготовку, то ты уже готовый специалист, и с тобой уже общаются как с профессионалом своего дела. Да, помощь там тоже могут оказать, но не такую щедрую, как, допустим, наш дядя Ваня, наладчик станков с вашего цеха, который все расскажет, покажет и объяснит. Третье, пожалуй, самое важное, это то, что если американский инженер что-то изобретает, то делает он это или для заработка денег, или для облегчения труда своего или работников. Наш отечественный инженер порой делает самые неожиданные открытия от безвыходности, бедности и, как результат, невозможности приобретать дорогие зарубежные решения и технологии. Четвертое. Зарубежное производство – заложники современных технологий. Если на заграничном заводе отключить электроэнергию на 5-10 минут, то у них не будет возможности даже проконтролировать качество уже изготовленных деталей на соответствие конструкторской документации. А заделы таких деталей, как известно, имеются на каждом практически производстве. Меня всегда умиляло в цехе, как заграничные коллеги, которые приезжали в наш цех, широко раскрытыми глазами и ртами смотрели на многообразие контрольных приспособлений и различных прибамбасов, которые из сложных механических приборов имеют только индикатор часового типа. У них, чтобы измерить все эти же параметры, используются дорогостоящие измерительные комплексы. Я не говорю, что это плохо, но такие конструкторские решения и приспособления намного удешевляют производство в части контроля параметров. Пятое. Наши зарубежные коллеги боятся нарушать нормативные документы. Опять же, инструкции, ГОСТы, стандарты и другое. Я не призываю это делать. Все эти нормативные документы разрабатывали далеко не глупые люди, и многие из них имеют практически подтвержденную эффективность в применении. Но порой нарушение общепринятых норм приводит к выдающимся результатам на выходе. Ведь изобретают новое только те инженеры, которые могут мыслить шире общепринятых рамок, но европейские и американские специалисты себе этого позволить, к сожалению, для них не могут. Во-первых, боятся потерять работу в случае неудачи, быть оштрафованными работодателем.
Наши же ребята такие страхи в большинстве случаев нам не грозят. И свободы действий у наших инженеров намного больше. Спасибо, что досмотрел до конца. Пиши в комментариях свое мнение по этому вопросу. А я на этом заканчиваю. Всем добра. Пока-пока.